Большом театре состоялся мой юбилейный гала-концерт. Честно сказать, я не люблю юбилеи, и если у меня раньше я отмечала какие-то, в общем, круглые даты, я предпочитала петь в спектаклях Большого театра. Но тут руководство театра мне предложило все-таки сделать гала-концерт, и я довольна тем, что этот концерт состоялся. Это был просто концерт с участием моих прекрасных друзей, молодых солистов Большого театра. Я им всем благодарна за их желание быть со мной рядом в этот знаменательный для меня день. Программу концерта, то, что я должна была исполнить, выбирала сама, потому что все-таки я должна была петь то, что я могу сегодня осилить и выйти, чтобы не было стыдно. Сейчас на сцене Большого театра я выхожу в опере Пучини «Тоска». С «Тоской» связано то, что когда Покровский решился мне дать один из премьерных спектаклей, несмотря на то, что я не была в составе «Тоски». Но услышав меня, как я была уже готова сценически и вокально, я ему сдала партию, он меня назначил на 5-й спектакль премьерной постановки. Все в театре были против этого, потому что они боялись и говорили, что вот молодая певица потеряет голос и потеряет тембр, это ужасно, нельзя так поступать. Но он всегда отвечал так, что вы знаете, что Касрашвили больше лет, чем было Тоски. И я считаю, я ему благодарна вообще за все, за всю мою творческую биографию, за всю мою творческую жизнь на сцене Большого театра, потому что фактически он определил будущее. Мне страшно даже назвать цифру, это 46 лет я пропела на сцене Большого театра. И это просто пролетело как одно мгновение. Для меня выйти сегодня на эту сцену, это, конечно, героизм, потому что ответственность. Галина Павловна Вишневская говорила всегда, что чем дальше идет время, и ты выходишь на сцену, тем страшнее, тем волнительнее, ответственнее, потому что ты должна доказывать, что еще ты в форме, ты еще можешь. Dio
отмечаем юбилей Макала Филимоновны Касрашвили. И я рада, что я принимаю в нем участие, потому что Макал Филимон — это для нас всех это образец для подражания. Это пример тому, как имеет такую красоту голоса, сохранить ее и продолжать петь в замечательной форме, великолепной. И я ей желаю большого творческого долголетия. Я очень рада, что на этот вечер приехал мой молодой друг Пата Бурчуладзе. Несмотря на то, что Пата был занят в эти дни постановки оперы «Басти» в Париже, он между спектаклями сумел вырваться на 2 дня и прилетел и украсил этот вечер, и за что я ему очень благодарна. Жалко, что моя подруга Елена Врасова заболела, не смогла стоять рядом со мной в этот вечер. Вместо нее со мной спела наша солистка Ира Долженко. Фактически за 3 часа она узнала об этом, примчалась и, в общем, украсила концерт. Когда я только начала учиться пению, вот перед сном я всегда мечтала, потому что слушала записи Карузо, слушала записи выдающихся итальянских певцов и всегда себя представляла Ласкала. Когда уже я попала в Большой театр, это случилось чудо. Но когда уже в театре я стала на ноги, с театром выезжала на гастроли, я получала какие-то хорошие рецензии, и после этих рецензий меня стали приглашать. И в 1975 году я получила приглашение уже лично
участвовать в постановке Евгения Онегина «Метрополитен опера». После этого я получила приглашение в Ковенгарден, я получила приглашение в Германию и на Савволинский фестиваль. Я пела и Венской опере, Мюнхенской опере. И, конечно, сказать о том, что я не мечтала как-то выйти на широкую такую оперную сцену, это будет неправда. То, что я не пела на сцене Большого театра, а этих партий очень много. Это репертуар вагнеровский, моцартовский репертуар, даже вердиевский. Я пела, вначале дебютировала на Западе, а потом уже пела на сцене Большого театра. Могу сказать сегодня, что я счастлива, что так сложилась моя творческая жизнь. Я благодарна всем моим коллегам Зурабу Суткилова, который участвовал в моем вечере. Я помню, как мы с ним, когда сдавали госэкзамены, пели третий акт Тоски. Так что отсюда уже началось наше совместное выступление и на сцене Большого театра, и на других сценах. Я благодарна всем моим и молодым коллегам Анна Аглатова и Динара Алиева, Миша Казаков, которые украсили этот концерт. Мы отмечаем юбилей величайшего дивы Макваллы Филимоновны Касрашвили. Она не только певица, но она и потрясающий педагог, которая не боится поделиться своими знаниями, не хочет, можно сказать, эгоистично оставить все знания только себе одной, а наоборот, как раз-таки она желает добра всем певцам, молодым и уже зрелым, которые хотят расти. Она им помогает, и мне в частности. При том, что она настоящая сопрано, она остается на такой должности у нас административной в театре, остается при этом певицей. Это очень важно, это здорово. Маквалла Филимоновна очень сильная по натуре личность. Глядя на нее, понимать, что вот так надо жить, так надо работать. Она потрясающая совершенно женщина, которая умеет в свои годы выглядеть лет на 20, на 25 моложе, чем есть. Поэтому, в общем, учиться много можно чему у нее.
Маквал потрясающий человек, еще и друг. И вот это и вынуждает всех, наверное, быть рядом с ней. Она поет так долго и будет еще долго петь, потому что она в душе добрый человек. Она никого не завидует, она ничего плохого никому не делает. Вот это очень важно. Аппарат – это душа человека. Если она спокойная, она в хорошем состоянии, она молодая. Я бы через 10 лет еще на ее юбилей с ней вместе бы попел. С удовольствием. Я уверен, что это будет. Вот посмотрите. Сегодня у нас очень волнительный вечер, очень волнительный вечер. Мы готовились к этому событию очень давно. Переносим спектакль на историческую сцену, спектакль «Корсар». Нам хочется выложиться по полной программе. Идет оркестровая репетиция, тут же артисты, у нас были технические репетиции. И мы, в общем, стараемся изо всех сил сделать достойный этот спектакль. Я режиссер, который веду спектакль. Нам надо проверить, все ли мы марки сделали, выхода артистов, не загорожены ли проходы, свой нотный материал, световое оборудование. То есть работы очень много. Павел Евгеньевич, пожалуйста, приглашаю вас. Павел Евгеньевич. Спасибо. У нас все готово. Спасибо. Мы переносим спектакль «Корсар», как и многие другие, на эту сцену, и поэтому он смотрится здесь хорошо и по свету, и я думаю, что и артисты танцуют, им удобнее танцевать на этой сцене, потому что много пространства. Здесь и есть и ПД-скля в первом акте, и ПДД, которая известная, ПДД, и сцена Большого театра, конечно, она дает, так сказать, эмоциональный, дополнительный такой настрой, и зритель прекрасно воспринимает. Успех нашего мероприятия зависит от слаженности всех коллективов, всех наших технических групп. Декорации огромного размера, они, конечно, сделаны под эту сцену, поэтому масштаб их увеличился вдвое. Артистам хорошо есть где танцевать в таком случае. Но и все перемены очень сложные. Здесь большая кондиция, очень дует, и поэтому декорации, когда опускаются, они должны меняться с определенной скоростью, опускаться. А у нас там еще есть музыкальный размер, поэтому нам надо подгадать так, чтобы декорация пришла вовремя. А если ее задувает парусит на 2 метра, это не очень хорошо. Для того, чтобы вовремя пришел интермедийный занавес, например, который идет 14 секунд, надо в клавире нам высчитать эти 14 секунд, поставить там повестку и дать именно там, где она должна быть. У нас с дирижером очень хорошая связь, интуитивная даже, поэтому никогда ни он нас не подводил, и мы стараемся, конечно, его не подводить, потому что где надо, он, конечно, нам потянет, поможет. Мы стараемся, конечно, друг друга понимать. Каждый перенос – это новое рождение спектакля. И здесь мне очень нравится, что наконец-то труппа может показать свою себя полную силу, широко, масштабно. Сцены классические, поставлены по рисунку замечательно, девочки могут двигаться, показать себя, свою пластику. Мне очень нравится это. Я вот смотрю каждый день спектакль. И смотрю и вижу, как труппа все легче и легче танцует спектакль этот, более раскрепощенно.
более убедительно, и они сами получают от этого удовольствие. Сейчас идет самая основная техническая часть. То, к чему шел весь спектакль. К разлому корабля. Разлом корабля должен идти по дуновению, вот буквально палочки. Все в музыку, но это очень сложная техническая часть. У меня наушник, у меня рация. То есть на рации у меня сидят одни службы, даем, пожалуйста. На наушниках у меня сидят другие службы, рядом у меня сидит человек, который выполняет третьи команды. То есть у нас 5 служб задействованы в этом акте. Я старший мастер сцены. Вот все декорации, все, что у нас происходит, вся техника, очень много оборудования тут нового. На галерее сидят операторы, вот у них там пульты свои, несколько пультов, команду я даю туда, и они оттуда все выполняют. Вот все механизмы приводятся оттуда в движение. Я это координирую. Все должно как часы, и мало что часы, еще и чтобы по нотам попадали. Эта сцена накладывает отпечаток на исполнительство. Здесь хочется станцевать, как бы чувствуя за собой много-много историй. И балетных, и хореографа, и балетмейстеров. И поэтому она особенная. Здесь выходишь как на волшебный пол. Не просто создаешь образ, а дополняешь еще к тому, что уже создано. Пожалуйста, приглашаю. Уважаемые артисты балета, будьте добры. Соблюдаем полную тишину за кулисами. Спасибо. Сейчас третий акт будет зависеть от слаженности всех коллективов, всех служб. И проекция здесь, и светотехника, и техническая часть. Для того, чтобы корабль развалился, нужно 7 секунд на подготовку, 20 секунд на вынимание шпильки, определенных манипуляций и 6 секунд на само действие, на сам разлом. Свет, дайте, пожалуйста, свет на сцену. Ребят, всем большое спасибо, все было как надо, все в музыку, молодцы. Поздравляю вас. Эта работа очень мне нравится, я уже работаю довольно-таки долго в Большом театре, это 29-й сезон. И все на этой службе, и в радость, когда работа нравится, это все в радость.
безумно рада, безумно счастлива. У нас все получилось. Мы настоящий большой театр, мы показали миру, что мы впереди планеты всей. Меня просто переполняет вот действительно какая-то гордость, и что я причастна к этому спектаклю, что мои коллеги. Мы сделали все зависящее от нас, просто вот на десятку. Самой важной частью пространства для зрителей, помимо зрительного зала, стали главные фойе театра, размещенные на уровне бильетажа. Большой театр всегда был одним из важнейших в стране общественных зданий. В этом здании проходили праздники, балы, коронационные торжества. Когда проходили балы, здесь могли быть столы, кресла по бокам. Зрительный зал открывался для танцев. Там снимались кресла, выравнивался пол. А вот эти все парадные залы оборудовались для разного рода развлечений. Вот это фойе до реставрации все называли белым, потому что большевики покрасили этот зал белой краской. Сейчас здесь восстановлен декор, как он был, он разнообразен, это невозможно уже назвать белым залом. Сейчас мы это называем главное фойе, и оно действительно таково. В него ведут две восстановленные парадные лестницы. Появились утраченные в советские годы вазоны, которые были побиты во время крестьянских съездов. Восстановлены люстры, хрусталь, который тоже в большинстве своем был утрачен. Восстановлена символика, которая была до революции над входом в царскую ложу. Пол восстановлен по тем рисункам, которые были вместо обычного паркета елочка. Фойе во время войны было почти полностью разрушено. Бомба попала в кровлю над этим залом. Вот эти перекрытия, этот свод были разрушены. Естественно, во время войны они не могли быть отреставрированы очень качественно. В таком виде этот потолок, эти люстры зрители могут увидеть только теперь, когда полностью проведена научная реставрация. Появились символы искусства, лиры, музы, замечательные фигуры, которые продолжают тему Аполлона, размещенного на фасаде Большого театра. Сейчас мы находимся в императорском фойе. Здесь интерьер восстановлен на момент коронации Николая II. Этот зал специально готовился для коронационных торжеств. Были сделаны вот эти вот панно с российскими гербами и вензелями Николая II. Во время коронационных торжеств, то есть когда первый раз в таком виде это помещение использовалось, здесь было кресло императора, и здесь он принимал гостей. В послевоенные годы в этом зале был организован небольшой концертный зал, была небольшая сцена и стоял бюст Бетховена, из-за чего это место стали называть Бетховенским залом. В зале стояли тонетовские кресла начала века, австрийские, очень красивая такая мебель. Сейчас она отреставрирована и расставлена в других местах театра, как напоминание об этом зале. Во всех парадных залах и на лестницах сейчас постелены вот эти вот ковровые дорожки. Это восстановленные ковровые дорожки, как они были в XIX и начале XX века. И, в общем, представляют точную копию того, что было. В 1896 году специально для этого зала были сделаны вот эти панно для обивки. Если посмотреть близко, это вышивка, причем это тамбурная вышивка, одна из первых машинных вышивок. Если обратиться к специалистам, то они скажут, что это уникальная вышивка. Чудо, что она вот так сохранилась. После Октябрьского переворота были вырезаны вензели Николая II и российские гербы по-живому, просто ножом. Изгонялось все, что связано с императорской символикой. Все вот эти панно подлинные. Если посмотреть близко, видно, что в каких-то местах ткань потерта. Ее вот тщательнейшим образом реставрировали, штопали, латали. И практически незаметно, что где-то были изъяны. В отдельных местах есть какие-то пятна, которые невозможно было устранить без замены ткани. И предпочли оставить историческую ткань, пусть даже чуть-чуть другого оттенка.
Сейчас мы вам покажем круглый зал. Здесь сохранилась уникальная акустика, поскольку здесь купольный потолок, но в плане прямоугольные стены. Здесь складывается интересный эффект, когда то, что говорит человек в центре, очень хорошо слышно всем вокруг, а то, что говорится на периферии, в центре, практически не слышно. То есть это место, где происходит очень мощное естественное усиление голоса человека, стоящего в центре. Но, как ни странно, люди, стоящие в разных углах, могут разговаривать между собой, потому что звук проходит по куполу. Они могут разговаривать почти шепотом. При этом тот, кто в центре, этого не слышит. Мы находимся в боковом фойе со стороны Петровки. Это хоровой зал, восстановленный так же, как и другие, в точном соответствии с интерьерами 1856 года. Этот зал теперь также постоянно открыт для зрителей. И так сложилось, что буквально с первого дня после реконструкции здесь стали размещаться выставки. Здесь и в соседнем экспозиционном зале. Сейчас здесь размещена юбилейная выставка Юрия Николаевича Григоровича. Этот зал использовался как репетиционный зал в советские годы. До этого это был один из парадных залов, где проходили мероприятия жизни города. Давайте перейдем в экспозиционный зал. Экспозиционный зал находится между хоровым залом и главным фойе. Этот зал по названию всегда использовался для выставок театральных. И сейчас здесь можно делать выставки только на отдельно стоящих подиумах или стендах. Как вы видите, здесь идет продолжение сейчас выставки, посвященной Юрию Николаевичу Григоровичу. До революции люди приходили в театр. Спектакль – это было, может быть, даже не главное. Главное – общение. Можно было войти в зал, можно было выйти. Люди здесь проводили время, общались между собой, знакомились. То есть это был такой центр элиты и не только элиты общества. На этом мы заканчиваем, а в следующей нашей программе войдем в зрительный зал и посмотрим, что нового для зрителей появилось в главном месте театра. Сегодня у нас событие. На сцене Большого театра дебют прямобалерины Большого театра Евгения Образцова сегодня впервые блистала в партии Сильфиды в балете «Сильфида». И ее великолепным партнером, который не просто украсил сегодняшний спектакль, как и всегда, а который помог ей создать незабываемый образ, Вячеслав Лопатин. И я хочу сказать им огромное спасибо за тот праздник, который они подарили сегодняшнему зрителю. Это создание воздушное. Отчасти это фантазия Джеймса, его романтическая мечта. Быть может, это какая-то воздушная лесная фея. Мистическое существо, такая дева воздуха, которая приходит к Джеймсу. Она на самом деле коварное существо, которое соблазняет его, расстраивает его свадьбу. Роль Сильфиды – это совокупность очень многих вещей. Это техника низа ног, стоп, прыжка, это техника рук, они должны оставаться воздушными. В Сильфиде очень важны руки. И, конечно, образ. Нужно отбросить все человеческое, что присуще. Даже обаяние, улыбка, которыми обладает Сильфида, они мистические, нереальные. И вот эта совокупность этих вещей, наверное, помогает создать этот образ. Очень непростой на самом деле.
Когда я впервые учила сильфиду, мой педагог Нинель Александровна Кургаткина объясняла мне, что руки сильфиды – это очень мягкие руки с кистью наверх, то есть ее положение кисть наверху. И она рассказывала мне, что когда сильфида счастлива и находится в привычной для себя обстановке, например, в лесу, ее кисточка вот так вот поднята. А когда она грустит, например, о том, что Джеймс женится, ее кисточка опущена, потому что она показывает тем самым, что она опечалена этим событием. Но вообще руки у сильфиды очень мягкие, и они как воздух, они должны соответствовать движению воздуха, дуновению ветра. Это уже моя третья редакция сильфиды, но она очень похожа на ту первую редакцию фон Розен, которая идет в Мариинском театре. Я ее танцевала уже не один раз, после чего я приготовила сильфиду Лакота, которая совсем является другим спектаклем, не похожим на другую музыку, другая хореография. А вот эта версия, это версия Коберга. Мне показалось, что в версии Йохана Коберга сильфида освобождена, она имеет больше свободы в положениях рук, она еще более воздушная, еще более полетная, нет каких-то рамок, в которые она должна поместиться, как, например, вот в версии фон Розен. Ну вот они были такие более статичные, они были мягкие, но более статичные. Она чаще принимала какие-то позы, как такие вот статуэточные, что ли, как бы как фарфоровая статуэтка замирала в каких-то красивых легких позах. А эта сильфида более парящая, она практически не замирает никогда. Она всегда находится в полете, в каком-то движении, в дыхании. Партнер у меня был замечательный сегодня, Слава Лопатин. Мы вместе танцевали в первый раз. И он, конечно, безумно мне помогал. У него замечательное чувство юмора. Мы с ним очень легко работали. И танцевать с ним было так же легко, как и репетировать. Спектакль получился действительно великолепным. Было невероятно музыкально, было очень трогательно. Ты была действительно неповторимой, незабываемой девой воздуха, за которой действительно можно было прямо со свадьбы убежать в лес. И не в такой дремучий, а в этот сказочный, волшебный, красивый и неповторимый благодаря присутствию именно Евгении Образцовой. Дорогие мои звезды Большого театра, я вас поздравляю, это только начало. И я желаю тебе как можно больше и больше хороших, красивых премьер. Поздравляю. Спасибо большое, Сергей Юрьевич.